Привет, друзья! Сегодня на обзоре бюджетная, но очень функциональная Android-магнитола SR-Nubie T10 с 8-ядерным процессором, 4 гигабайтами оперативной памяти, 32 встроенной. И самое главное ее функции — это беспроводной CarPlay и Android Auto. Разберем ее плюсы, минусы, посмотрим, как она работает в реальных условиях и стоит ли ее покупать. Поехали! Итак, начнем мы с характеристики комплектации самой магнитолы. Здесь я хочу вам показать, какие есть разъемы на задней крышке. Возможно, это нужно будет кому-то для подключения, разобрать ее более детальные характеристики, показать, какой там процессор, какой там усилитель звука стоит. Ну, и давайте начнем. Это сайт AliExpress. И конкретно здесь я заказывал эту магнитолу T10.1. Комплект поставки вы видите, что помимо самой магнитолы у меня входил еще в подарок. Это камера заднего вида. Я хочу сказать, что камера довольно-таки хорошего качества. Встроенный уже вентилятор в саму магнитолу, ну и в подарок еще дополнительный микрофон. По параметрам 4 гигабайта оперативной памяти и 32 встроенный. 8-ядерный процессор, есть беспроводной CarPlay и Android Auto. И также присутствует мобильный интернет. Я могу поставить в эту магнитолу сим-карту 4G интернет. Опустимся ниже и посмотрим более детальные характеристики. Первое, что нас встречает, это обновленная прошивка самой магнитолы. Здесь мы видим, что у нас есть ночной режим и дневной. Я лично пользуюсь ночным, мне больше нравится. Дальше по прошивке мы видим, что мы можем менять расположение иконок. Можно подстроить под себя, как вам будет удобно. Да, отличная дополнительная функция. Подумали о водителе. И теперь мы видим таблицу характеристик магнитол, который предлагает нам этот продавец. Напомню, что у меня версия T10.1. И давайте пройдемся по параметрам. Используется 12 Android, 8-ядерный процессор с частотой 1,8 ГГц. Вантуту он набирает где-то по 200 тысяч. Смотрим, что у нас используется звуковой усилитель TDA 7851. И хочу вам сказать, что он намного лучше звучит, чем TDA 7388. Получилось их сравнить. Знакомый заказал более дешевую магнитолу. И разница по звуку колоссальная. Хотя у меня остались штатные колонки, я ничего не менял. По памяти у меня 4.32. Ну и самое главное, ради чего я покупал эту магнитолу, это беспроводной CarPlay и Android Auto. Это очень удобно. Настолько удобно, что я пользуюсь только этими функциями. Больше ничего не нужно. Так, по эквалайзеру у нас есть 48-полосный эквалайзер. Вы можете настроить под себя любую частоту звука. И по экрану смотрим, что у нас идет QLED IPS. Разрешение экрана 1280 на 720. Экран, вопросов нет. Яркий, насыщенный, контрастный, картинка четкая, все видно хорошо. И смотрим, да, что у нас по подключению, видите, версия из недорогих слева, более дорогая справа. Там вам, если у вас есть сим-карта, она вставляется в самой корпус магнитолы. Здесь у нас вынесен провод, бардачок. И я могу спокойно заменить себе любую сим-карту, когда мне нужно. Также смотрим, что у нас встроенный вентилятор. И по температурам, когда я запускал довольно-таки хороший жаркий день, температура не поднималась свыше 65 градусов. Далее видим, что у нас есть возможность подключиться по CarPlay через приложение T-Link. Подключение довольно-таки быстро происходит, показывал машину. Секунд 5-10, и магнитола уже подключилась. Ну, если она на быстром старте. Данную магнитолу я устанавливал на Hyundai Elantra 2013 года. И вот так вот она будет выглядеть в автомобиле. Ниже мы видим картинку, как было до и как стало после. Машина преобразилась, я доволен. И давайте быстро опустимся вниз, посмотрим, что у нас еще здесь есть. Есть управление кнопками, все работает, все понимает, управление полностью отлично работает. Есть у нас смена цветов, большое количество, можно понастроить под себя, тем самым полностью сделать так, как у вас основная подсветка машины. И самое главное, ради чего я хотел вам показать, это комплект поставки, выходы подключения, обратная сторона магнитолы. Сейчас мы опустимся вниз и посмотрим. Так. Это обратная сторона магнитолы. Видим, какие у нас идут подключения, какие у нас идут провода в комплекте. Есть возможность подключить ганбас, 2 USB выхода, радио, GPS, микрофон, оптический шнур для усилителя. В принципе, все нужные подключения присутствуют. И вот пакет подставки. Повторю, что вы заказываете сразу же полностью все. Переходную рамку, магнитолу, шнур питания, подключение к акустике, GPS, микрофон, 2 USB выхода. Даже положили отверточку специальным открывачкой для пластика.
подключение для камеры заднего вида. В принципе, за эти деньги я считаю, что это шикарный комплект. Учитывая, сколько я спрашивал здесь у нас у местных, то разница просто в 2 раза выше. И сейчас мы покажу вам, как работает сама магнитола уже вживую. Давайте теперь посмотрим работу магнитолы вживую. Перед нами расположен рабочий стол магнитолы. Прошу обратить внимание на края, то что здесь и здесь воздух. Это я поклеил защитное стекло еще на саму магнитолу. И переходная рамка немножко пережимает. Если бы этого стекла не было, ну никаких бы этих воздушных пузырей бы не было. И что мы видим? Так, у нас есть рабочий стол. Справа у нас входящая информация, погода, включение габаритов показывает все. Показывает погоду, скорость, соединение со спутниками. Слева у нас навигационная панель. Посередине у нас музыка, ну и часы. И сверху панель для быстрого доступа к нужным приложениям. Давайте зайдем в меню, посмотрим, как работает сама магнитола. Сама магнитола именно в Android режиме работает просто изумительно. Никаких подтормаживаний, глюков, тормозов. Плавная анимация, плавная. Ну, прям идеальная работа. На данный момент у меня в магнитоле установлена сим-карта. Я могу пользоваться как и мобильным интернетом, так и раздать Wi-Fi, в принципе, как удобней будет. Давайте зайдем сразу в приложение AIDA 64, посмотрим, соответствуют ли характеристики, те, которые были указаны на сайте, и те, что установлены в самой магнитоле. И видим, что да, у нас тот же самый процессор, тот же самый объем оперативной памяти, та же самая версия Android, та же самая версия Bluetooth. Давайте нажмем, посмотрим центральный процессор. Видим, что тактовая частота у нас максимальная, это 1,8. Все как заявлено на сайте. И давайте посмотрим температуру. На данный момент температура 54 градуса, учитывая то, что уже за окном 24 градуса. И это утро, а днем будет еще жарче, то в принципе 50 магнитола довольно-таки очень холодная. Поэтому я считаю это отличный показатель. Давайте вернемся назад. Пробуем зайти, к примеру, в наш любимый YouTube. И здесь нам открывается сразу наш канал. Попробуем запустить какое-то видео. Видеозапись пошла. Версию Slimbox. Расскажем, что она умеет, на что способна, а также покажу. Повторю, что скорость работы удивляет. Все очень быстро, плавно. Давайте зайдем в меню и посмотрим, какие программы у нас предустановлены. Здесь есть у нас приложение темы. Мы можем скачать любые темы, которые нам нужны. Если вам стандартно не нравится, пожалуйста, выбирайте, какую себе захотите. И здесь огромное количество, я бы сказал, бесконечное. Но есть и как платные версии, так и бесплатные. Обращайте на это внимание. Вернемся назад, посмотрим, что еще у нас здесь есть. Есть приложение карты. Все сразу подтянуло, работает быстро, все подтягивает. Никаких подтормаживаний, глюков. Шикарно. Есть приложение погода. Сейчас оно обнаружит нас, посмотрит. Все есть, быстро все показывает. Также давайте зайдем дальше, посмотрим, что еще у нас здесь есть. Тест GPS, смотрим, сколько спутников нашло. Думаю, достаточное количество, 13 спутников. Все хорошо позиционируется, находится. Все отлично. Дальше посмотрим. Здесь есть у нас Google Play, пожалуйста. Заходите, качайте любые приложения, которые вам нужны, любые навигаторы, все, что захотите, все вам доступно. Дальше смотрим. Есть такой магазин приложений. Здесь вы обновляете все стандартные программы, которые предустановлены у вас на магнитоле. Соответственно, без обновления вы тоже не останетесь. Также здесь у меня подключен видеорегистратор. Видеорегистратор подключен сразу в магнитолу. Мы можем зайти и посмотреть, что сразу у нас отображается все на нашем экране. Мы можем просмотреть это видео. Так что мне очень нравится эта магнитола. Также у нас работают полностью все кнопки на руле. Переключение треков, выключение громкости. Все это настраивается, все это синхронизируется между собой. Далее у нас есть возможность подключить AUX, есть возможность подключить просто музыку по Bluetooth. Также у нас есть классная возможность подключить OBD-сканер.
На магнитоле сразу же установлено приложение TorqueView. Вы устанавливаете OBD-сканер, в моем случае это ELM327. И я могу смотреть различные параметры своего автомобиля, ошибки, показания оборотов, напряжение и все остальное. Так, далее, что у нас здесь еще есть? У нас есть возможность выбирать цветовую палитру самой подсветки магнитолы. Можно настроить ее под машину и тем самым делать все, будто это изначально тут было установлено. Так, что еще у нас можно интересного посмотреть на данный момент? Ну, в принципе, все навигации, все приложения, все стоит, все работает отлично. Повторюсь, я очень доволен. И теперь самая главная функция, ради которой я покупал эту магнитолу. Это беспроводной CarPlay и беспроводной Android Auto. Не нужно никаких проводов, ничего. Вы один раз подключились, и у вас уже есть беспроводной CarPlay. Пожалуйста. Да, анимация в беспроводном CarPlay работает немножко не так быстро, как сам Android Auto. Но это если вы листаете. Скорее всего, что я думаю, это просто как бы не допилили. Так бы работало, в принципе, все нормально. Если переключаться между приложениями, которые уже вы заходили, то все переключается довольно-таки быстро. Сейчас это просто первый запуск. Оно сейчас все подтянет. К примеру, пожалуйста, я вот нажимаю на навигацию, нажимаю на YouTube Music, все работает отлично. Никаких подтормаживаний нет. Если зайти, мы можем посмотреть, что у нас здесь есть сплит-экран. Слева навигация, справа музыка, есть голосовой поиск. Можно нажать, указать адрес, куда вам нужно ехать. И, пожалуйста, вы уже едете по тому адресу. CarPlay очень удобная функция. Ну, я не знаю, я просто в восторге. Все уведомления, все, что приходит на телефон, дублируется на этом экране. Я могу ответить голосовой командой. Я могу переключать музыку, искать музыку тоже по голосу в YouTube Music. В принципе, могу позвонить, выбрать разные навигаторы, которые мне нужны. Могу подключить Megogo, смотреть фильмы, если это нужно. Так что все работает очень отлично. Также забыл вам показать 48-полосный эквалайзер. Здесь установлен DSP процессор. Повторюсь, что машина заиграла совсем по-другому. Я не менял колонки, оставил штатную акустику, но все заиграло по-другому. Давайте зайдем, посмотрим. Здесь у нас есть 48 полос, которые мы можем настраивать, регулировать, как вам нужно. Здесь есть сохраненные режимы, уже какие-то готовые пресеты. У меня стоит на данный момент рок. Дальше мы можем зайти в объемный звук, можем отрегулировать звук в той точке, где мы захотим, чтобы там играл, был аспект, ну, именно на ту сторону. И тогда звук будет подаваться больше на ту сторону, которую мы выбрали. Есть усиление басов, фильтрация басов. Ну, тут нужно прям конкретно разбираться, и я думаю, если вы немножко в теме, думаю, настроите для себя идеальное звучание. Также давайте я вам покажу, как работает камера заднего вида. И эта камера и шла в подарок. Повторюсь, картинка за эти деньги, полностью за весь прайс магнитолы, учитывая то, что там в комплекте была и переходная рамка, и все шнуры подключения. Ну, по сути, все, что нужно для установки. Я повторюсь, ну, за эти деньги это шикарная цена. Ну, давайте подведем итог. Данную магнитолу я покупал на сайте AliExpress, когда была акция на Черную пятницу, и мне эта магнитола обошлась $149. В комплекте было все, что нужно. На данный момент эта магнитола стоит $172 в моей комплектации. Конечно же, советую приобретать данные устройства, когда есть какие-то акции, скидки, и тогда вы можете сэкономить. Что мы получаем? Какие у нас плюсы? Это, во-первых, мощный 8-ядерный процессор, который работает очень быстро. 4 гигабайта оперативной памяти. Больше, честно говоря, даже не знаю, нужно ли. Так как, ну, лично для меня, я использую в основном только CarPlay, подключил, она запустилась, все, что мне нужно, выводится на экран. Может быть, если вы захотите играть в какие-то игры, там, просматривать какие-то, не знаю, там, торрент-фильмы во время простоя, или запускать много приложений, разделять их на две части, возможно быть, тогда вам больше оперативной памяти и будет и нужно.
Встроенной памяти, ну, 32, я ничего не скачиваю на нее, все есть в телефоне, оно дублируется на экран, поэтому для меня достаточно. Там есть различные версии, можно взять 8128, 628, 464, но, повторюсь, нужно ли? Из минусов, честно говоря, я не нашел. Ну, в принципе, все, что нужно, все есть, все работает быстро, плавно, беспроводной CarPlay. Практически телефон я не использую во время езды, все выводится мне на экран. Поэтому для себя минусов я не нашел. Может быть, вы что-то напишите, что вам не понравилось в комментариях, и мы с вами это обсудим. Всем благодарен за просмотр. Если понравилось видео, подписывайся на канал, оставь комментарий. Всем пока.